Разговаривает. Ловкость рук. То есть мы смываем основную грязь с окон. А после этого только мы запускаем робот-мойщик. Пожалуйста, китайские соли. Опа! Ага. Никаких присосок здесь нет. Никогда не было и никогда не будет. Система простейшая. Тут два распрыскивателя. Пакетик с неизвестным белым веществом в количестве 2 единиц. Аудитория. Почти как Кобзон сейчас пел. Здрасте. Вы на канале «Чисто это просто». Это мой 3-й канал. Я просто устал. Сегодня мы снимаем очень много видео. Первый мой канал вот здесь, он посвящен оружию. Второй вот здесь, он посвящен автомойкам, самообслуживанию. Милые дамы и мужчины. А этот канал посвящен клинингу, химчистке и всему, что связано с уборкой и чистотой в квартире, в домах, в офисах и так далее. Сегодня я купил, посмотрел тоже кучу обзоров всяких, посмотрел ребятишек там, ну, честно, конечно, там жесть, но все же, это сейчас очень популярная вещь, мойщик окон, робот, хотел сказать пылесос, а он не пылесос, он окномой. Вот, это Hobot S2, самый сейчас он популярный, он достаточно дорогой, что-то в районе 35, что ли, я его покупал, ну, плюс-минус. Честно говоря, ребятам своим в помощь, да, у меня клининговая компания, как вы понимаете, называется также вот «Чисто это просто». Сейчас распаковочку снимем, покажу вкратце, как все это дело работает. Потом будем уже нюансы разбирать в следующих видео. Вы, в свою очередь, милые дамы и мужчины, подпишитесь, чтобы ничего это дело не пропустить. Лайк, колокольчики, девчонки, от вас подмигивание в комментариях. Жду, чтобы это видео распространялось, и мы с вами собрали огромную аудиторию. Почти как Кобзон сейчас пел. Кобзон, говорит, Лещенко. Про это кто поет-то. Ладно, приступим. Устал, видно, я думаю, уже. Я что-то сегодня вообще устал. Так, значит, я взял какой-то самый дорогой робот. Не знаю, что в других комплектациях, но давайте разберем вот самую вот эту дорогую. Пульт управления, как ни странно. Много кнопок, отдельно поговорим. Кстати, у этого робота еще фишка, можете скачать приложение на телефон. Мы этого, честно говоря, не делали еще. Ну, посмотрел, там ребятишки снимают, вроде как все работает. Дальше. Что у нас идет еще в комплекте? Дополнительные ультразвуковые распылители, назовем их так. Куча всяких кабелей. Тут, кстати, удлинитель сразу встроенный. Ну, он уже работал, поэтому все совмещено. То есть тут метров, наверное, 5-7 получается. Что тут еще у нас? Вот, пожалуйста, пакетик с неизвестным белым веществом в количестве 2 единиц. Пожалуйста, китайские соли. Раз штука. И еще 2. Вообще их было 3 в комплекте. Это вот как раз микрофибра, хренибра, не знаю, как это правильно называется. Хорошо, хоть мои робот пока не засрали. Не показал. Руководство по эксплуатации, на удивление, на русском языке. Видимо, китайцы все-таки выучили русский язык. Так, ну и все. Коробка пуста. Приз. Пожалуйста, отгадали слово, получили приз. Уже юмор-то у меня, честно говоря, за 50. Устал. Это у нас страховочный трос, он сразу, соответственно, привязан. Мои хорошие дамы, для вас объясняю, для чего это надо. Если вы живете на каком-то высоком этаже, чтобы этот робот далеко не эвакуировался, отвалившись с вашего окна, его надо куда-то привязать, чтобы, по крайней мере, сосед мог его поймать. Вот, иначе, соответственно, понятно, он разобьется. Пожалуйста, товарищ оператор, проходим ближе. Что мы здесь видим? Мы видим, чем вообще этот Hobot 2 отличается от других роботов-моющих окон. Тут 2 распрыскивателя с 2 противоположных сторон. Кстати говоря, вот они и есть. Дополнительные вот эти вот
как их назвать-то, я не знаю, ультразвуковые распрыскиватели. Кнопка включения-выключения, господи, выключение, соответственно, сюда питание подается, сюда мы наливаем жидкость. Жидкость, кстати говоря, шла в комплекте, я ее уже выложил. Сейчас я вам ее не покажу уже, потому что я перелил в опрыскиватель. Так, какие-то хрени, и здесь, соответственно, видно пауза, стоп. Можем мы здесь, вот, кстати говоря, на нем на самом без пульта нажать, кнопочка. У него куча различных функций. И вот давайте посмотрим его с внутренней стороны. Здесь у нас ролики, как трактор работает, как танк. Соответственно, сейчас посмотрим с вами его работу. Он может диагонально там по-всякому, вниз-вверх ездить. Соответственно, регулируется он, то есть на месте вот так может разворачиваться. Если одна гусеница стоит, одна едет, он разворачивается. Ну, понятно, так трактор работает. Здесь находится вентилятор. Внутри очень мощный. И, наверное, у вас вопрос, а как он держится и не падает на стекле? И, кстати говоря, можно еще мыть плитку, можно мыть большие зеркала в пол, например. То есть поверхность, по-моему, должна быть не меньше 40 на 40, для того, чтобы он мог осуществить свою работу. Очень просто. Вот здесь создается разряженный воздух под ним. И тем самым он, просто говоря, сам себя держит на окне, на плитке, на зеркале. Никаких присосок здесь нет. Никогда не было и никогда не будет. Система простейшая. Создается разряженный воздух, он прилипает. Вот эта платформа у нас, как вы понимаете, ходит. Вот она. У нее небольшой ход, но все же он есть. Дальше берем одну салфетку и ее припуливаем вот каким-то вот таким образом, чтобы вот эти датчики, они тут помечены, не были перекрыты. Товарищ оператор, снимите. Можно, кстати, здесь, наверное, включить уже свет. Сейчас я это сделаю, нам станет получше. Все, то есть все на самом деле просто. Здесь датчики у нас. Мы их, вот они. Ага, все хорошо. Да не все. Вот теперь хорошо. Давайте сразу обговорим очень важный момент. Если вы живете близко к дороге, к шоссе, там, в большом городе, то прежде чем запускать этот робот на мойку окон, окна надо промыть. Хотя бы каким-то образом, да? Обычно мы используем какую-то швабру, водосгон на длинные там ручки или ножки. Ну, вот у меня ребята так окна моют, например, да? Опрыскиватель. То есть мы смываем основную грязь с окон. После этого только мы запускаем робот-мойщик. То есть, если у вас очень грязное окно, сами поймите, он его не отмоет. Почему? Здесь нету, как на пылесосе, никаких емкостей. Он ничего не всасывает. Он просто вот этой салфеткой хорошенько проходит все окно. Дальше, сейчас покажу, что делать вообще надо. Вот у меня химия, кстати, которая была в комплекте, если честно, я ее вообще не использую. Вот. А вот эта вот химия у меня, то есть ее мы просто что делаем? Мы так ставим распыление. Ага, так да не так. Вот так, и смачиваем всю поверхность. Зря, конечно, попрыскал на вот эти датчики. По-хорошему это не надо делать. Вот так вот опрыскиваем всю поверхность. Аккуратненько желательно. У меня ребята это все аккуратненько, конечно, делают. И после этого подсоединяем его на окно. Естественно, давайте уж ладно перевернем. Я, коль пошел непоследовательно, ничего страшного. Естественно, также сюда мы с вами наливаем жидкость. То есть он производит сам распрыскивание этой жидкости. Так, ну все, в принципе, что, подсоединяем штекер. Крутим его, все, у нас загорелась, соответственно, лампочка, берем пульт. Вот. Ну, тут у нас невысоко, поэтому, в принципе, страховочный трос нам не нужен. Что делаем? Прислоняем его к окну. Привет, я Хобот. Перед использованием закрепите страховочный шнур, оградите опасную Разговаривает. при работе на наружных окнах без балкона. Ловкость рук. Используйте робота в дождливые или влажные дни. Наполняйте резервуар для воды только дистиллированной водой или чистящей жидкостью Хобот. Пожалуйста. Чистящей жидкостью Хобот. Нажимаем кнопочку, любую попавшуюся, пожалуйста.
Опа! Начинаю мойку окон. Опа! Ага. Ага. Много мы напрыскали воды, на самом деле, ну, жидкости. Тяжело ему, много жидкости. Надо поменьше смачивать. Ну, вот вам моя ошибка, мой пример. То есть он еще отсюда распрыскивает ее, но ее очень плохо видно. То есть он сам понимает, когда упирается, что выше не надо. Ну вот таким образом происходит мойка. Здесь различные функции. Это мы разберем в других роликах. Не забудьте подписаться, лайки, колокольчики. Вещь реально прикольная. Сейчас просто у нас еще прохладно, поэтому мы его внутри закрепили, а не снаружи. В следующих роликах уже будем разбирать, разные эксперименты ставить, пробовать разные загрязнения, как он будет отмывать и так далее, так далее, так далее. Лайк, колокольчики, вы на канале Чисто это просто. Меня зовут Алексей Борода, как ни странно. Пока-пока, а мы продолжим наши изыскания. Пожалуйста.